Всем привет, меня зовут Олеся, мне 23 года и у меня дистония. Обнаружили дистонию у меня 9 октября, то есть мне исполнилось 23 года в сентябре, и 23 года я помню только больницы и только врачей. Я поняла, что у меня что-то не так с шеей, то есть вот я лежу на кровати, она меня начинает уходить в левую сторону. И я решила записаться к неврологу, и врач меня смотрит и такой говорит: готовьте инвалидную коляску и идите в церковь, молитесь. Я вообще не понимаю, что происходит, и он мне выписывает сильнодействующие препараты, под которыми лично я считаю, что лучше одному дома не находиться, потому что это очень плохо. То есть там начинаются судороги, ты вообще не видишь, не понимаешь, что происходит. И тогда мне казалось это так страшно. Сейчас я уже понимаю, что тогда это контролировалось, и оказывается, это не так страшно. Помогают те, кто даже о ком-то не думал. То есть мне врачи вообще стали как семья. Дистонии как заболевания могут быть наследственные, могут быть приобретенными. Наследственных форм дистонии в настоящее время известно свыше 20 видов. Одной из частых форм вот такой локальной дистонии, когда страдает одна группа мышц, является так называемая спастическая кривошея, при которой происходит напряжение, повышение мышечного тонуса отдельных мышц шеи, и при этом голова человека фиксируется в неправильном положении. Она может у него даже практически лечь на бок, на плечо, фиксироваться в такой позе. Понятно, что пациенту доставляет огромное неудобство. Причем формы этой дистонии могут быть как наследственными, так и приобретенными. Раньше не было средств для лечения этого заболевания, то есть пытались их иногда хирургически лечить, даже пытались какие-то вмешательства на мышцах провести. Но в настоящее время появились методы лечения. Во-первых, введение ботулинического токсина в определенные группы мышц. Если это делает опытный врач, ботулинотерапевт, то очень хороший эффект, который сохраняется несколько месяцев. И в дальнейшем, когда вводят дополнительно этот ботулинический токсин в мышцы, эффект может суммироваться, и, в общем-то, это приводит к тому, что симптомы заболевания в значительной степени уменьшаются. Применяются нейрохирургические операции. Например, можно выполнить операцию глубокой стимуляции мозга, то есть в определенные структуры мозга вводятся электроды, и они подключаются к специальному генератору, который располагается у пациента под кожей. Он может управлять этим генератором. И эта стимуляция, она позволяет определенным образом воздействовать, выключить определенные структуры мозга из этой патологической импульсации, таким образом привести к исчезновению данных симптомов. И надо сказать, что бывают дистонии функционального характера, когда они обусловлены каким-то стрессом, наличием у пациента каких-то сопутствующих эмоциональных нарушений, депрессии, тревоги. И на этом фоне может развиться локальное напряжение мышц. Эти формы, как правило, хорошо лечатся с помощью определенных лекарственных препаратов, антидепрессантов. Также очень хорошо помогает психотерапия. Получилось так, и это мнение как раз-таки коллегиальное нескольких врачей. Мне без МНГ контроля ставили не ботокс, а оксиамин. Причем поставили 250 единиц, что тогда считалось очень много. И поставили не все мышцы. В итоге у меня нагрузка пошла на другие мышцы. Все перекосило, то есть я не могла встать. У меня голова прилипла так, что ее нельзя было даже То есть мне врач пыталась
ее оттянуть, и это было невозможно. Она ко мне вот так вот прилипла. Это было что-то, это были ужасные боли, потому что, хотя я все-таки спортсмен и считаю себя довольно-таки терпеливой. Вот, я не могла встать, я просто там пишу врачу, врач приезжает ко мне домой, просто говорит, смотрит меня, и это, большая поддержка, потому что я не ожидала, что вообще такое бывает. Там, когда я вообще не могла ходить, у меня заболела собака, так получилось. И тоже большое спасибо Михаилу, вот он ветеринар, ассистент, точнее. И он, так как она сломала лапу, он ходил ко мне через каждый день, и там нужно было спицы протирать, она сломала бедренную кость. И он просто так ходил, без там каких-либо денег, мусор выкинуть, еще что-то, приехать типа с собакой, давай я собаку сам отвезу там, типа в ветеринарку, там, еще что-то. То есть реально очень-очень много хороших людей, и я рада, что я прошла все равно этот путь, все равно это опыт, и я считаю, что он неплохой. Мне Константин Юрьевич помог вместе с заведующим Васильевым попасть к Сильверстову, потому что, вот, допустим, если позвонить в центр неврологии, у них там очередь за там, 3 недели, 4 недели. И он меня посмотрел, и сначала он, во-первых, сказал, что мне неправильно ввели ксиамин, то есть это тоже ботулотоксин типа и что мне будет еще хуже, а я думаю уже куда хуже. И это, конечно, было ужасно. То есть сейчас мы пришли от точки, когда у меня был полный перекос практически, и шея вообще не поднималась, то есть у меня просто плечо держало шею. Мы пришли с помощью ботулотоксина, и мне осталось только вот эти вот мышцы растянуть, чтобы, так как это было слишком долго, то есть на это нужно время, это где-то еще месяца полтора, наверное, месяц. Мы познакомились благодаря нашим собакам. У нас обоих собаки породы Сибуину, и они нас сблизили, мы начали очень часто гулять вместе, общаться, и вот так вот сблизились, дружились. Я считаю Лесю очень сильным человеком, она проделала огромный путь, мы познакомились уже после заболевания, и я не знала, какой она была до этого, но знаю историю и вижу, какой она борец сейчас, и я прям восхищаюсь ей, и когда мы верим, обязательно это помогает, самовнушение тоже играет огромную роль, и, конечно же, медицина сейчас не стоит на месте, и я очень искренне надеюсь, что все реабилитации пройдут успешно, и она будет абсолютно здоровым человеком. Обязательно нужно любить себя, и обязательно, даже несмотря ни на что, даже если ты какой-то там не такой, то есть нужно отталкиваться от реальности, потому что, как правило, у людей есть и планы, и реальность. И когда это все падает, то все идет не так. И я поняла, что нужно отталкиваться от реальности, и нужно уметь себя поддерживать, и даже несмотря на то, что ты живешь один. То есть там я жила одна и там работала на удаленке, и мне все равно. Потом у меня появилась собака, правда. Всем людям это не зависит от того, какой у тебя диагноз, как ты выглядишь и что вообще там происходит вокруг, потому что люди бывают разные, они действительно могут там смотреть как-то не так, оказывается, воспринимать как-то не так таких людей. То есть обязательно нужно любить себя, быть в себе уверенным, сохранять свой внутренний мир, не зацикливаться, потому что люди, мне кажется, начинают погибать от болезней раньше, потому что они себя загоняют. То есть я не такой, то есть там нет правила, каким ты должен быть. И вообще нет таких правил.